Здравствуйте, мои дорогие! Это канал «После смерти сына. Дневник мамы». Я Екатерина Варади, создатель и ведущая этого канала. И сегодня я прожила 106-й день со времени ухода от нас, моего младшего сына Ивана. Сегодня вы видите, я немножко в другом интерьере, я сейчас расскажу, почему. Но сначала я скажу о главном открытии сегодняшнего дня. Ну, немножко такие, как вам сказать, поползновения к этому открытию у меня уже были, но сегодня я как-то прям уж очень отчетливо это поняла. Я поняла, что горе боится смеха. И сегодня вот весь день Ваня был со мной. То есть я ни на минуту о нем не забывала, ни на минуту ну, как вам сказать, я не то чтобы не прекращала горевать, но у меня вот было чувство, да, что вот Ваня раньше был здесь, а сейчас его здесь вроде нет. Но при этом мне было очень светло, весело и легко. И вот, казалось бы, это, знаете, это вот абсолютно удивительное противоречие. Но давайте по порядку, как всегда, попытаюсь объяснить, почему такое происходило. У нас сегодня начался традиционный сабантуй нашей галереи. Ну, сабантуй, пикник, мы как-то называем сабантуем, потому что пикник — это, знаете, всегда такое короткое мероприятие, когда ты приходишь, посидел на полянке и потом пошел. А у нас мероприятие более долгое. Мы обычно его планируем к концу первого полугодия, но в этом году в связи с событиями в нашей семье, в связи с тем, что были ну, похороны Вани были раньше, но потом было очень много дел всяких организационных, по настроению было тоже, сами понимаете. Потом была свадьба Саши, многие наши сотрудники были в отпуске, а мы хотели сделать так, чтобы были все. В результате этого на 100% не получилось, но мы сделали все от нас возможное, и, соответственно, наш пикник сабантуй перетянулся на вот на уже какое число у нас? Почти на середину августа. И вот этот вот традиционный пикник, его обычно сейчас в корпоративной культуре называют там, мероприятием для укрепления корпоративного духа. Я это дело очень, знаете, не то чтобы не люблю это словосочетание, но от него как-то уж очень отдает, знаете, такой холодной корпоративной структурой, холодной корпоративной культурой. То есть, когда ты прям вот представляешь себе, как ты идешь на мероприятие по укреплению духа. Прям вот, не знаю, это вот совсем не по мне. Я бы сказала... Да, и мы, кстати, это мероприятие по укреплению корпоративного духа проводим на даче у нас, поэтому, собственно, я и сижу здесь сегодня, а не дома. И я бы сказала, что это не корпоратив у нас, это встреча близких людей, которые по счастливой случайности работают вместе. Кто эти люди? Вообще у нас очень молодой коллектив в галерее, и он полностью опровергает утверждение о том, что молодежь работать не умеет, не хочет и так далее. То есть у нас самыми старшими вот в галерее являются 3 человека. Ну, я, понятное дело, ваша покорная слуга. Потом у нас есть еще Михаил Воробченко. Это человек, который... Он одновременно водитель, завхоз, мастер на все руки. Ну, человек, который с нами уже, по-моему, около 20 лет. И который прошел вместе со своей женой Еленой, прошел все 15 наших православных лагерей вместе с нами. Поэтому это уже семья. То есть это уже не просто сотрудник, это семья. У нас дядя Миша, тетя Лена, тетя Катя. То есть это вот классика жанра. Мы только так друг друга и называем, в шутку, конечно. Еще есть Наташа, которая чуть моложе нас, но приблизительно в нашей возрастной категории. Она помощница в моем художественном клубе. Еще есть маленькая группа людей, которым 29-35 лет. Ну, 29 Саше моему. И еще есть 2 сотрудницы, которые старше. Вернее, сотрудница и сотрудник. Вот. А остальным ребятам, ну, буквально, вот они Ванькины ровесники, плюс-минус год-два. Ну, скорее в плюс, да, там 21, 20, 23, вот так вот. И они все совершенно замечательные. То есть вот каждый из них
Это абсолютно уникальный человек с уникальным набором характеристик личных, уникальной способностью к работе. И для меня они просто родные люди, потому что большинство из них это мои ученики из церковной школы, либо их знакомые и друзья. То есть буквально там 1 или 2 человека к нам пришли, опять же, через церковную школу, но просто через дальних знакомых. То есть вот. И вы знаете, что абсолютно удивительно, что вот у нас галерея существует уже сколько лет, ни разу мы не подавали объявление о найме. Всегда у нас находились люди, которые приходили и говорили: мы хотим у вас работать. И иногда эти люди ждут специально, чтобы у нас работать. И это совершенно потрясающе, потому что если подумать, что на работу человек тратит 8 часов, то это, в общем, половина того времени, которое мы проводим в бодрствовании. И когда твоя работа может быть одновременно твоим хобби, твоей любовью, и нет ощущения, вот когда ты тянешь лямку и считаешь минуты до окончания рабочего дня или там до начала отпуска. Нет, конечно, ты считаешь минуты до начала отпуска, я уверена, что все сотрудники считают, потому что просто устают по-человечески. Но видно по тому, как мы работаем, как мы проводим всякие мероприятия, как мы проводим наши всякие мозговые штурмы, совещания и так далее, что все люди — это люди, которые болеют за то, что у нас происходит, и считают галерею своим детищем. И это, знаете, это совершенно потрясающая история, потому что, да, еще и не сказала то, что эти люди все разные национальности, то есть у нас есть русские, украинцы, казахи, татары, венгры, полувенгры, и мы все разных конфессий, разных вероисповеданий, при этом мы живем в абсолютной любви и дружбе. И то есть нам с Сашей на самом деле очень повезло собрать не штат сотрудников, а настоящую команду. Вот прям вот команду, вы знаете, не как из слоганов, а вот прям команду. И на самом деле в этой команде по-прежнему есть Ваня, потому что Ванька, он также работал в галерее, ну, пока не болел, он учился одновременно, там, подрабатывал, потом, когда заболел, реже, но все равно выходил, когда мог, всегда, и всегда галерею считал своим очень важным делом и всегда очень близко к сердцу принимал все, что происходит. Вот даже когда мы уехали во Фрайбург, он лежал в больнице, он все время читал, у нас есть галерейный чат в Телеграме, где мы обсуждаем все вопросы, там моментально находится решение, и он обязательно это все читал, хотя, казалось бы, он уже был далеко от этого, в том плане, что он ни в чем не участвовал, но он все время это читал и интересовался. И он был не просто сыном хозяйки галереи, да, а это был полноценный член коллектива, который совершенно, как и Саша, никогда не считает себя каким-то там избранным, как и я не считаю себя абсолютно, что вот моя позиция дает мне право на какие-то там вот эксклюзивные вещи. Вот. И на самом деле у меня стойкое ощущение, что наша галерея от Ваньки-то не избавилась. Вот, то есть сейчас он взял на себя функцию такого покровителя галереи. Не скажу ангела-хранителя, потому что, соответственно, у галереи есть свой ангел-хранитель. Вот, но то, что покровители галереи, это точно, и мы это все время чувствовали. К сожалению, я сегодня вам не могу показать фотографии, как мы сидим за праздничным столом, и там с нами стоит фотография Ваньки, потому что я на даче, здесь интернет работает очень плохо. Вот, и я для того, чтобы загружать фотографии, надо выгружать видео сначала в одно приложение, загружать фотографии, потом это дело экспортировать. В общем, даже в Будапеште это занимает какую-то безумную тучу времени, особенно если видео длинное, но и даже если короткое, это все равно долго. Поэтому сегодня, поверьте мне на слово просто. Естественно, с нами был Джек, это понятное дело. Вот, и мы провели совершенно замечательное время. И очень, очень много смеялись. То есть вот смеялись, при этом мы вспоминали Ваньку, вспоминали какие-то события, какие-то мероприятия, которые мы проводили вместе. И вот, несмотря на то, что, казалось бы, Ванька ушел, да, но он был рядом. И мы вот это все время смеялись. И то есть траурной атмосферы, да, мы выпили за его упокой, не чокаясь, как это бывает, но вот траурной атмосферы не было. И на самом деле, вот если задать вопрос, почему? Потому что Ванька — это человек-смех. Вокруг него всегда был смех. Всегда были шутки, всегда были какие-то подколки, подначки, какие-то такой немножко, знаете, дружеские подковырки.
И вот я вам сейчас расскажу одну историю. Я вам недаром эту историю рассказала, потом скажу почему. Потому что у меня хитрый замысел есть. Ванька у нас, знаете, проходит открытие галереи, когда мы проводим международные конкурсы и выставляем победителей. И, соответственно, открытие галереи происходит очень такое, открытие в смысле выставки происходит в очень праздничной атмосфере, когда приходят художники, мы их награждаем денежными призами, дипломами. И одновременно с этим у нас есть такой шведский стол, где можно там всякие соленые, сладкие печенюшки съесть, и там минеральная вода, соки и так далее. И мы наливаем вино, но только один бокал по талону, остальное бесплатно мы, значит, разливаем вот эту вот смесь вина с водой, потому что, ну, понимаете, особенно не хочется, чтобы никто напивался на открытиях, и приобрести у нас вино тоже нельзя. И Ванька у нас стоял на баре всегда. Ну, не один, а со своей одноклассницей, которая у нас две одноклассницы Ванькины работают в галерее. И тоже есть фотография, как он с важным видом стоит на баре, но опять же я не могу ее сегодня вам показать, может быть, когда-нибудь потом сделаю подборку, слайд-шоу, и тогда это будет легко, потому что я могу подсоединить его просто к видео в конце. Вот, и теперь представьте себе, Ванька стоит на баре, разливает вино. Начинается официальная часть. А у нас правило, что когда идет официальная часть, бар работу прекращает. И как бы мы подразумеваем, что люди есть тоже прекращают, потому что, ну, нужно слушать и нужно реагировать, нужно поздравлять победителей. И Ванька у нас такой железный блюститель порядка. Причем, знаете, вот совершенно непонятно, в кого он, потому что я, конечно, порядок-то люблю, но надо сказать, что мама у меня всегда любила очень режим, настолько, что я унаследовала такую крайнюю нелюбовь к жестким режимам, поэтому у нас всегда очень приблизительно, даже в лагере мы всегда в разное время назначаем подъем. Вот, ну, не могу я, когда вот это вот в 7:30 подъем, в 8 зарядка и так далее. То есть все зависит от мероприятия предыдущего дня, и как-то я более гибкая в этом плане. А Ванька, как оказалось, нет. И вот представьте себе, к бару подходит собственный, то есть мой муж, Ванькин папа, соответственно, с своим бизнес-партнером. Они не успели на начало, когда вино разливали, и мой муж попросил Ваньки налить вина ему и его партнеру, потому что они были на переговорах. На что Ванька, не моргнув глазом, сказал: нет, у нас правило, мы не... Дождитесь, пожалуйста, окончания мероприятия, мы с удовольствием вино нальем. Ему говорит, муж говорит, ты что, типа, налей вина-то, галерея-то типа моя? Он говорит, нет, правило есть правило. Дождитесь, пока владелец галереи закончит речь, и тогда мы найдем. Тогда мы вам нальем. Тогда я вам налью. Естественно, это пошло в мемы. То есть народ рыдал от смеха, когда об этом узнали. То есть мой муж сам смеялся, его партнер, то есть все. Потом еще выяснилась ситуация, что когда Ванька, значит, народ, по-моему, мы раньше наливали вино без ограничений, и после пары инцидентов мы поняли, что делать этого больше не будем. И наливаем только один бокал. И, соответственно, при входе человек получает талончик, и с этим талончиком подходит к Ваньке, и Ванька, значит, наливает ему вино. И появились люди, которые, по-моему, просто из спортивного интереса пытались эти запреты обойти. Они там подходили и говорили, знаете, вот я пришел с женой, вот вон там жена, не могли бы вы налить мне бокал вина? Ваня говорит, карточка. Ну вот у меня сейчас нет с собой карточки, без карточки не наливаем. И ни за что, и никогда, без карточки, он никому, то есть он стоял насмерть. И над этим, естественно, все смеялись, потому что, ну, в основном люди все-таки сердца таяли. То есть, когда мы особенно видим, что, ну, человек как бы не потому, что он алкоголик, а потому, что он просто там хулиганит и так далее, но Ваньку убедить было невозможно, правда. У меня есть стойкое ощущение, что Ванька все-таки для своих друганов, он делал исключение и такие из-под полы наливал в неположенное время, но история свидетельств и доказательств этого не сохранила. И вот теперь, знаете, ощущение от сегодняшнего дня. У меня полное ощущение, что вот от этого нашего смеха, при том, что память Вани была сохранена, горе как будто бы скукожилось. Вот знаете, вот как что-то, да, вот какой-то микроб какой-то, который не получает питания, не получает. И вот он вот скукожился, и да, оно присутствовало, но оно стало как будто бы менее сильным, как будто бы полупрозрачным, я не знаю. И
здесь, вот, ну, во-первых, да, атмосфера к этому приложила очень большую руку, когда ты с командой единомышленников, ты встречаешься, ты с огромным удовольствием друг с другом обсуждаешь все, у тебя нет никаких склок, никаких вот рабочих, знаете, таких выяснений отношений, а он сделал то, не то, жалоб друг на друга у нас вообще за все время работы галереи не было ни разу. То есть это место, в которое я сейчас пытаюсь превратить наш с вами канал. Это место сочувствия, понимания, любви, взаимовыручки. То есть вот место, в которое хочется прийти. И, кстати, вот наши художники все это очень чувствуют всегда. И сейчас я, как знаете, сейчас хотела бы объявить флешмоб. Ну, флешмоб — это модное слово. Я, наверное, не буду его так вот прям говорить, называть флешмобом. Но у меня к вам такое предложение. Мы с вами уже давно активно общаемся в комментариях. Еще раз прошу прощения, я не на все успеваю. Вот я сейчас 7 часов 30 минут утра, я еще не ложилась. У меня все это время достаточно много, вот как мы разошлись, но мы разошлись где-то поздно, конечно, но все равно часа 3 я отвечала на комментарии только, по-моему, к 1 или к 2 дням последним. И я знаю, что там еще куча комментариев неотвеченных, я просто не успеваю. Но я уже вас очень многих узнаю, и мы с вами, на самом деле, получается, что мы общаемся в этих комментариях. И я очень много знаю, как и вы очень много знаете, о том, как мы горюем, о том, как мы плачем, о наших страданиях наших детей, о том, как они уходили, как о том потом мы страдали. Не только детей, родителей у кого-то мужа, у кого-то жены. Вот, видите, я головой закрываю лампочку, стараюсь, чтобы кадр был построен красиво, как в Простоквашине. Эта картина очень важная, она у нас дырку на стене закрывает. Вот у нас я в виде картины у нас сегодня. Вот, и я предлагаю следующее. Давайте, я вас прошу, кто может, кто хочет, напишите мне, пожалуйста, в комментариях какой-нибудь смешной случай из жизни вашего любимого, о котором вы сейчас горюете. Пусть это будет случай, который никак не связан ни с болезнью, ни с потерей. Пусть это будет какой-то смешной, нелепый, хулиганский, какой-то анекдот, все что угодно, с участием вашего близкого. Это, я сразу могу сказать, вдруг люди пришли ко мне первый раз на канал и скажут, о чем говорит эта женщина, мы горюем, она какую-то ерунду нам предлагает, чтобы вот я прислал, рассказал какую-то смешную историю. Я это делаю не для того, чтобы поглумиться над вашим горем. Точно так же, как сама, когда я рассказываю что-то смешное о Ваньке, это не для того, чтобы уменьшить горе и показать, что его нет на самом деле. Скорее, я, знаете, как, даже не просто поделиться воспоминанием, а мне очень хочется, чтобы вот эта история, она как бы включила вашего близкого человека в нашу общую память. Потому что мы с вами строим сообщество, в котором мы друг другу сочувствуем, в котором мы друг друга понимаем, и мы друг друга поддерживаем, друг за друга молимся. Ну, по крайней мере, я за вас молюсь. Поэтому молитва по-любому, она нас связывает очень сильно. И я думаю, что кто еще не ощущал, тот постепенно это будет ощущать. Потому что для этого нужно просто время. И мне хочется, чтобы вот эти воспоминания, они вошли в нашу общую память с вами. Чтобы мы с вами вспомнили, что эти люди, из которых мы периодически делаем икону скорби, потому что, естественно, мы по ним страдаем, мы по ним плачем, нам их безумно не хватает. Но это живые люди, которые до сих пор, я уверена, живут в другом измерении. Причем, судя по тому, что я чувствую от Ваньки, его характер вообще не улучшился в том плане, что он не улучшился, а не ухудшился. Он не стал грустным, он не стал печальным. Он остался таким же хулиганом, как был. Вот у меня абсолютно полное ощущение от этого. И пара вещей, о которых я когда-нибудь вам расскажу, еще не время. Но они меня в этом убеждают. И вот эти люди, ваши ушедшие, они тоже живые. А мы с вами периодически об этом забываем и вспоминаем только о скорби, о болезни, о боли, о всем тяжелом. А я думаю, что наши с вами ушедшие там, они тоже хотят радоваться, они тоже хотят смеяться, они хотят нас видеть смеющимися. И когда вы что-то веселое и доброе расскажете о своих близких, над этим будет улыбаться и смеяться не только вы, а все люди, которые вам сочувствуют и знают о вашей потере. И вот эту порцию добра,
порцию радости, порцию смеха получите и вы, и ваша семья, и ушедшие люди. И поверьте, что это передается просто на энергетическом уровне. Не в виде какого-то там письма или материального объекта, а именно на энергетическом уровне. И я уверена, что каждому из вас хоть немножечко, хоть на короткое время, но обязательно станет легче. Когда вы вспомните, только не, знаете, не то, что совет, но просто я знаю, как это обычно происходит, у меня тоже, да, можно начать вспоминать что-то хорошее и тут же себе сказать, все, этого теперь никогда не будет, я его больше никогда не вижу, и опять уйти в горе. Давайте с вами не будем, давайте мы сегодня представим, что вот это вот то, что было смешное, доброе, веселое, оно не закончилось. Оно живет в нашем сердце, оно живет в нашей памяти. Оно живет в наших близких, которые живы, только находятся в другом измерении. Давайте мы подарим друг другу вот эти минутки радости. Пожалуй, на этом я сегодняшний день закончу. Огромное спасибо всем, кто со мной был сегодня. Не удивляйтесь, что я слегка охрипшая, по-моему, я простыла. Я вас всех очень люблю, я вам всем очень сочувствую, я очень хочу, чтобы мы с вами все вместе вышли на дорогу к свету, на дорогу от горя к жизни, в которой будет присутствовать светлая грусть, светлые воспоминания, любовь и память, но не имеющая такого жалящего эффекта, как имеет горе, которое мы с вами испытываем сейчас. Дорогие мои, я вас обнимаю. Желаю вам хорошего дня, хорошего вечера, хорошего утра, хорошей ночи, у кого что. И всего вам доброго. До завтра.